Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Третий раз без помпы Capcom и магазин Good Old Games объединяют усилия и завершают триплет цифровых релизов оригинальных частей Resident Evil для ПК. Мягко говоря, долгожданных, последняя из запланированных. Контентная игра осталась неизменной, а вот без технических фиксов само собой не обошлось. В первую очередь игру приучили к Windows 10 и 11. В остальные позиции воображаемой очереди улучшили рендеринг DirectX и добавили всяких опций вроде оконного режима, регулировки гаммы и прочего. Сделали субтитры четче, добавили поддержку современных геймпадов и так далее. Трилогия классических резиков станет единой уже завтра, 25 сентября. Чтобы вы понимали эпохальность события, вот только теперь, спустя 25 лет, наконец-то вновь появился легальный способ купить эту трилогию на комп. Среди вороха всех из себя серьезных и сугубо реалистичных новых игр в серии Assassin's Creed Kek есть и одна черная лошадка Kek, которая пока скрывается под кодовым именем Project Invictus. Игра предполагается многопользовательская, но официальной конкретики о ней нет. На выручку нашему любопытству приходит инсайдер под ником Джонатан, который множество раз светился в сообществе как достоверный источник внутренней инфы. И говорит Джонни следующее. Первый и сразу наброс: игра будет иметь много общего с Fall Guys. Геймплей планируется аркадный, удары не будут иметь особого воздействия, и к тому же героев будет охранять щит, как в Super Smash Bros. Камера будет далеко, из-за чего герои, среди которых пока упоминаются только Эцио и Чезаре Борджиа, будут выглядеть мелкими. Среди режимов он напоминает два: забег на скорость и бои насмерть. Одновременно участвовать будут до 16 игроков. Игры будут поделены на раунды, и за победы в каждом игрок сможет получить какие-то бонусы, что пригодятся ему в финале. Ну а место действия, то есть карты, будут основаны на всей серии, понадергивают всех достопримечательностей отовсюду. Разработкой проекта занимается та же команда, что сделала достаточно успешный и самобытный юбисофтовский сервис For Honor. Релиз Invictus внутри команды оценивают на 2025 год. Ну а как оно там будет на деле, к сожалению, неизвестно. С этими инсайдами всегда надо быть настороже. Изумительное, по мнению нашего портала Blasphemous 2, готовится вернуться на ваши экраны с кучей свежего контента. 31 октября, это через месяц небольшим, для игры синхронно выйдут контентное DLC и бесплатное крупное обновление, тоже контентное. DLC получит название Mea Culpa. Это название утерянного меча, которым владел протагонист в первой игре. Также внутри дополнения две обширные локации с двумя боссами, новое, но в скобочках знакомое, оружие, новые квесты и персонажи, молитвы, бусины для розария, фигурки, ачивки, музыка и даже альтернативная концовка. Крупное бесплатное обновление тоже идет с именем «Настоящая пытка» True Torment. С ним в игру пропишут пачку новых типов врагов, расширение некоторых игровых областей и локаций среза между уже пройденными, новые апгрейды и испытания в лабиринте приливов, ну и всякие правки-шмавки плюс достижения. Все это добро рухнет на игроков в один и тот же день и сразу на все платформы, где есть игра. Создатель Stardew Valley тоже приходит в ленту с крупной обновкой, которая, правда, вышла еще аж в марте, но только для ПК. Версия 1.6 для консолей и мобилок должна была выйти немного позже. Ну, вот он и вычислил конкретное позже, которое, как оказалось, выпало на 4 ноября. В комментариях он также подметил, что для лучшего раскрытия обновления рекомендуется начать свежее прохождение. Ведь, цитата, «всегда весело начинать развитие новой фермы, верно?» Конец цитаты. Как известно, благодаря ПК-игрокам, внутри обновки игроков ждут новые соседи, фестивали, питомцы, события и даже целый новый вид ферм, плюс множество багфиксов. Почитав предыдущие новости, даже Тим Уиллис, творческий директор Warhammer 40 000 Space Marine 2, захотел сделать какое-нибудь крупное сюжетное DLC или даже триквел. Ладно, история была немного иной, и этими мыслями он поделился в интервью порталу IGN. Виной таким смелым идеям невероятный успех сиквела игры про космодесантников. Игра обошла по показателям все другие проекты по Вахе, продалась быстрее последних Думов, Квейков и многого другого, над чем приходилось трудиться Уиллису, и при этом бюджет у игры был вдвое скромнее Doom Eternal. Это меняет все, заявил руководитель на внутренней вечеринке Saber по поводу релиза игры. Цитата. «Наш гейм-директор Дмитрий Григоренко выдвинул несколько идей для сюжета, которые могут лечь в основу DLC или продолжения. Пока что нам нужно перевести дух, игра ведь вышла всего 2 недели назад, но я с уверенностью могу сказать, что мы не разочаруем поклонников Warhammer в будущем. Надеюсь, мы будем работать над контентом по Space Marine еще долгое время». Конец цитаты. Здесь должна была встать новость о том, как Don't Not грустит о низких продажах Banishers и Jusant. В связи с этим они заморозили еще 2 неанонсированных проекта, чтобы переработать их и научить охватывать большую аудиторию и привлекать инвесторов и лидеров индустрии. Но как-то грустненько, и поэтому в честь прошедшего на выход Дня Хоббита разработчики из Weta Workshop сварганили небольшой внутриковый видосик о том, чего навыдумывали для своего грядущего симулятора фермы об этих самых хоббитсах Tales of the Shire, a The Lord of the Rings Game. Больше артиклей.
Несмотря на то, что приключение здесь получается весьма и весьма местечковое, под стать трухобиющему взгляду на жизнь, сюжет все же у игры будет. Он станет продвигаться постепенно через общение с другими жителями Шира. С ними надо будет развивать отношения, приглашать их в гости и готовить им любимые кушанья. Системой готовки разработчики особенно гордятся, ведь для ее создания они перелопатили немалое количество поваренных книжек 17, 18 и 19 веков, дабы внести в процесс нотку историчности. У каждого ингредиента будет параметр свежести и присущие ему вкусы – сладкий, кислый, острый, соленый и горький. При этом разрешается готовить и строго по рецепту, и креативно, самостоятельно подбирая подходящее на ваш вкус комплектующее блюдо. Из доп. Активностей уготованы прогулки по яркому Ширу, садоводство, рыбалка, планировка и украшение своей норы, тусовки в знаменитой таверне Зеленый Дракон и, конечно же, шопинг на аллее торговцев. В общем, всячески миролюбивая и уютная вырисовывается игрушка, релиз которой придется еще подождать. В свежем дневнике сообщается дата 25 марта, но сразу и на ПК, и на консоли, включая Nintendo Switch. Видимо, Sony и Sega сговорились, ведь сегодня нас ждет сразу два онлайн-включения от обеих компаний на тему новостей по их игрушкам. Первое в 19:00 по Москве отстреляется Sega с шоу Sonic Central, посвященным понятно какому ежику и в частности событиям, запланированным на 25 год, коллаборациям и грядущим проектам по франшизе. Например, сейчас известно о двух таких. Sonic X Shadow Generations, это новое приключение Shadow в комплекте с ремастером Sonic Generations, и мобильный Battle Royale Sonic Rumble со стилистическим закосом в сторону Fall Guys. Позже, уже ночью с 24 на 25, в час ночи по МСК, пройдет получасовой выпуск State of Play. Посвятят его новостям о более чем 20 грядущим играм для PlayStation 5 и PSVR 2. И то, и другое шоу можно будет посмотреть на официальных каналах PlayStation и Sonic на Twitch и YouTube. Ну и чтобы наверняка не пропустить их, свежий контент наших авторов и другие видеоигровые штуки, заглядывайте и на наш официальный веб-сайт stopgame.ru. Интерактивчик по сбору артефактов между двумя командами по мотивам StarCraft продолжается. Успевайте поучаствовать. Доброго дня!